Когда у одной женщины родился 17-й ребенок, ее муж не смог этого вынести и бросил ее. 20 лет спустя он пережил самое сильное потрясение в своей жизни. Кристина Остерг была страстной женщиной. Она любила готовить. С детства ей нравилось работать на кухне, а когда она стала достаточно взрослой, чтобы найти работу, она переходила из заведения быстрого питания в заведение быстрого питания, пока не нашла работу в пиццерии. Кристине нравилось там работать. Она начинала с того, что помогала готовить, накрывала на стол и мыла посуду. Но к своему 22-летию стала шеф-поваром и готовила все виды пиццы, которые нравились людям. Ресторан получил потрясающие отзывы, а владельцы чувствовали себя так, словно выиграли в лотерею, найдя ее. Но в свободное от работы время Кристина была занята своими детьми. У нее был муж, мужчина по имени Андрей и 3 детей. Они планировали завести еще детей, но, к сожалению, у природы были на них другие планы, и они не смогли зачать естественным путем. Именно тогда они начали задумываться о суррогатном материнстве, которое практикуется во многих странах мира и считается вполне нормальным. Но количество детей, которых Кристина и Андрей начали рожать, было совсем ненормальным. У Андрея была хорошо оплачиваемая работа, поэтому они могли позволить себе большой дом и комфортную жизнь. Днем он работал, а потом возвращался домой и заботился о детях, которых теперь было 8. По вечерам Кристина уходила на работу и возвращалась домой только под утро. Часто супруги почти не виделись, только чтобы передать детей и коротко поговорить о них. Это начало становиться небольшой проблемой в наших отношениях. Тем не менее, у Кристины и Андрея были прекрасные отношения, и они поклялись приложить больше усилий, чтобы возродить их отношения. Они оба сократили количество рабочих часов и стали проводить больше времени друг с другом. Именно в этот момент они поняли, что действительно любят быть родителями и получают удовольствие от воспитания своих 8 детей. Вот почему они решили увеличить число детей в семье с помощью суррогатного материнства. Кристина не чувствовала, что она что-то упускает из-за того, что родила неестественным путем на самом деле. Она чувствовала, что может предложить им больше, поскольку была готова к этому с самого первого дня. Таким образом, в течение следующих нескольких лет к их выводку, летающему на воздушном шаре, прибавилось еще 6 детенышей, в результате чего общее число достигло 14. Рождение такого количества детей – это тяжелое испытание для любого человека. И опять же, отношения Кристины и Андрея были очень напряженными. Они наняли нескольких постоянных нянь, чтобы облегчить их бремя, но работа родителей с 14 детьми начала давать о себе знать, особенно у Андрея. Когда его жена спросила, не стоит ли им добавить в семью еще нескольких детей, он отказался. Счастье заключалось в том, чтобы иметь большую семью, а он уже начинал чувствовать себя несчастным. Тем не менее, он согласился и благословил Кристину на рождение еще 3 детей, в результате чего общее число детей достигло 17. Стоимость рождения такого количества детей была ошеломляющей. Кристина и Андрей тратили от 3500 до 4200 фунтов стерлингов в неделю только на самые необходимые для всех детей. И это еще до того, как они заплатили нескольким няням, которые им помогали. Помимо финансового аспекта, было трудно найти время, чтобы должным образом растить их и проводить время со всеми ними. Андрей сказал, что Кристине следует уволиться с работы и присмотреть за малышами, пока он будет работать и приносить деньги. В конце концов, они смогли бы выжить только на его зарплату. Так Кристина и поступила. Она с грустью распрощалась с пиццерией и стала матерью-домоседкой для своих 17 детей. У Кристины все было хорошо, и ей действительно нравилось быть матерью стольких детей. На самом деле, если бы у нее были место и деньги, она бы позаботилась о сотнях детей, если бы это было возможно. Но как только она начала осваиваться в своей новой жизни, и все встало на свои места, произошло нечто, перевернувшее ее мир с ног на голову
и оставившее ее потрясенной и убитой горем. Однажды утром Андрей поцеловал ее на прощание и, как обычно, ушел на работу. Он вышел за дверь и уехал, и в этом не было ничего необычного. Но когда он не вернулся домой в обычное время, Кристина начала немного беспокоиться. Она ждала всю ночь, чтобы увидеть, как он войдет в дверь, но этот момент так и не наступил. Вскоре после полуночи ей позвонили по телефону. Это был гальский звонок. Она спросила его, что ее беспокоит, но когда он начал отвечать, она почувствовала, что ее сердце разрывается на части, а глаза наполняются слезами. Оказалось, что Андрей больше не влюблен в нее, и что он где-то далеко, где она никогда их не найдет. Он был не в состоянии справиться с 17 детьми, и хотя поначалу он верил, что большая и разветвленная семья сделает его счастливым, правда заключалась в том, что он был несчастен. Для него было слишком тяжело быть работающим отцом, не говоря уже о том, что они тратили огромное количество денег, которые шли только из его зарплаты. Вот почему он ушел. Он сказал, что она может оставить себе дом и все, что в нем есть, но с него хватит. Он подал на развод и ушел. Кристина была вне себя от злости на Андрея, но более того, она чувствовала себя обиженной, отвергнутой, как будто вся их семейная жизнь была ложью. Кристину простили бы, если бы она сдалась, но на самом деле этот печальный поворот событий заставил ее еще больше сосредоточиться на своей семье. Она бы показала Андрею, какая она хорошая мать, и заставила бы его пожалеть о том, что он вообще ушел из семьи. Она бы боролась изо всех сил, чтобы правильно воспитать этих детей, и именно с таким подходом Кристина шла вперед. Было ли это легко? Нет. Наличие 17 детей, бегающих по дому, определенно было стрессовой ситуацией, но каким-то образом ей удалось правильно воспитать каждого из них и обеспечить их любовью и вниманием. К счастью, у нее были помощники. Оставшаяся в живых няня оставалась рядом с ней и помогала ей растить детей, и медленно, но верно, все стало налаживаться. В конце концов, Кристина вернулась к своему первоначальному увлечению – кулинарии. Она обнаружила, что может купить пиццерию, в которой когда-то работала, и ухватилась за эту возможность обеими руками. Заведение находилось в отличном месте, и ей просто нужно было немного скорректировать курс, чтобы вернуться на прежний уровень. Благодаря этому и своему особому волшебному подходу к приготовлению пиццы, к тому времени, когда все дети достигли подросткового возраста, Кристина не только добилась успеха в одном ресторане, но и улучшила его, распространив свое влияние на другие заведения в этом районе. К счастью, когда все дети достигли трудоспособного возраста, они начали помогать в ресторанах. Это было потрясающе, и Кристина не могла поверить, что это стало семейным проектом. Она объединила свою любовь к семье со страстью к еде и кулинарии, и результаты превзошли все ее ожидания. Она была не только довольна тем, что делала, но и приносила более чем вдвое больше, чем они с Андреем зарабатывали в месяц. И говоря о Андрее, Кристина почти забыла о нем. Так было до тех пор, пока 20 лет спустя он не зашел прямо в ее ресторан. Андрей захотел поговорить с Кристиной. Он сказал, что скучал по ней и думал о ней и детях. Он спросил, как дела у 17 детей, но Кристина осталась холодна, сказав ему, что он был трусом, когда ушел от них всех. Некоторые из детей учились на инженеров, поваров, учителей, врачей и даже юристов, и всем этим были обязаны ей. Андрей был потрясен. Он никогда не ожидал, что Кристина или кто-либо из детей будут процветать без него, но одно было ясно наверняка – они не нуждались в нем в своей жизни. Андрей был в очередной раз потрясен услышанным. Кристина велела ему уйти из ресторана, никогда не возвращаться и никогда больше не пытаться связаться с ней или с кем-либо из детей. Он бросил их, когда они нуждались в нем, и второго шанса у него никогда не будет. Кристина была сильной и жизнерадостной женщиной, которая очень любила своих детей, и она справилась со всем этим без помощи мужчины. Теперь это уже не могло измениться. Теперь все зависит от вас. Что вы думаете об этой невероятной истории?
Смогли бы вы и захотели бы заботиться о 17 детях? Как всегда, мы рады вашим отзывам, поэтому не забудьте оставить свои мысли и мнения в разделе комментариев ниже.